Этот урок для тех, кто не умеет шить, никогда не шил, либо шил, но очень-очень редко. Для того, чтобы выполнить все то, что буду выполнять в ходе этого урока я, вам понадобится один лист бумаги, вам понадобится несколько лоскутков материала. К материалу, к ткани я вернусь чуть позже, начну с бумаги. Итак, наша машина должна быть полностью свободна от каких-либо ниток. Мы вынимаем шпульный комплект. Шпульный комплект — это у нас шпулька и шпульный колпачок. Как заправлять нитку, я покажу тоже чуть-чуть позже, когда мы вернемся к работе с тканями. Итак, поворачиваю машину так, чтобы мне было удобно работать. Работать я буду за бытовой машинкой. У вас может быть как бытовая, так и промышленная. У кого что есть. Я буду показывать на бытовой. Включаю свет. Сейчас еще раз разверну к вам. Делаю выбор шва. У меня для этого урока одна из наиболее простых бытовых машинок. Итак, затем я выбираю ширину стежка. Вот обратите внимание наверх машины на вот это колесико. 5 миллиметров вначале не берите, вам будет тяжелее учиться. Выберите хотя бы вот 3 миллиметра. Вот это самая оптимальная величина. Все, разворачиваю к себе, беру лист бумаги и ориентируюсь на ширину лапки. Еще объясню, что такое ширина лапки. Вот у нас есть лапка, вот фактически мы видим ее ширину. Так вот сейчас нам нужна не целая ширина, а половина ее, то есть место от прокола иглы. Сейчас я сделаю это, еще раз одену и еще раз подробно объясню. Ширина лапки у нас это расстояние от прокола иглой. Вот как я сейчас сделала, вот у нас игла опустилась, проткнула нашу бумагу. Вот от этого прокола до края, до вот этого среза, можно сказать, лапки. Но это не срез, это все-таки край лапки. Так, подниму еще раз покажу на руке. Вот что я имею в виду. Срез лапки, вот этот вот край ее. Итак, от места прокола иглой до края лапки. Устанавливаю ее обратно. И прокладываю первый, можно сказать, шов, но без ниток, как я уже говорила. Ориентируйтесь все время так, чтобы вот этот край листа совпадал с краем, с вот этим краем лапки. Лист слегка придерживаете, как и ткань в дальнейшем. Не тянете ни туда, ни от себя, ни на себя, а просто придерживаете, и все. Что у вас может происходить? Хочу объяснить вам, чтобы вы не пугались. Не только из-за отсутствия опыта могут плавать швы, то есть где-то пошла какая-то кривизна шва, но и прежде всего потому, что вы используете бумагу. Бумага, в отличие вот, например, от такого материала, она не имеет цепкости. То есть все наши ткани, они состоят из нити из волокон. Каждое волокно, ну не каждое, допустим, скажем, натурального происхождения, и то не все, но вот один из видов, я просто объясню, чтобы было понятно, что такое цепкость. Представьте себе стебель гвоздики. Он у нас такой изогнутый, со всякими разными там листиками, завитками. Вот один из видов волокон имеет приблизительно такое же строение, то есть имеются вот такие завитки. И когда ткани, нити переплетаются между собой, и таким образом ткется ткань, материал получает вот такое свойство, как цепкость, то есть достаточно цепкая, более прочная на разрыв. Чем больше цепкость, тем более прочный материал. Итак,
Пока с тканями все, а бумага такой цепкости не имеет, она скользит. Поэтому особенно если вы садитесь не за бытовую, а сразу за промышленную машину, у нее скорость намного выше, чем в бытовой машине. Вы пока еще не освоились, не пугайтесь, если будут плавать швы. Это все нормально, никто сразу не умеет хорошо писать, мы все учимся писать по буквам, и буквы в 1 классе получаются не у всех хорошие. Пока у вас выработается свой почерк в пошиве, тоже уйдет какое-то время. Просто продолжайте делать, повторять эти базовые основы, и успех вас ждет впереди обязательно. Еще один шов, и так до конца листа. Я все проделывать не буду, но перед вами стоит задача сделать максимальное количество швов, полностью один лист. Теперь я перехожу к работе вот с такими небольшими отрезами материала. Вы можете взять кусочки 10 на 10, 10 на 15, 15 на 15, 12 на 12, то есть минимум 10, максимум 15 сантиметров. Вам нужны такие по 2 одинаковых кусочка. Так, пока в стороночку, нам еще понадобится сейчас намотать нитку на шпульку. Для того, чтобы... Я просто хочу вам показать, как это делается. Есть на больших предприятиях специальные машины, которые выполняют одну единственную операцию, то наматывают шпульку. Но в случае с бытовой машинкой или если вы работаете просто на промышленной машине, вам всегда понадобится шпульку наматывать самостоятельно. В каждой швейной машине это может быть по-разному, но вот если у вас похожая машина, то для вас будет полезна и эта информация. По вопросу работы со своей машинкой вы должны еще уточнить непосредственно в том месте, где приобретаете, либо если она у вас есть, а вы не знаете, как пользоваться, ну, подойти в какой-то магазин и проконсультироваться, что вам делать. Я же это делаю вот так. Сбоку у меня здесь вот это колесо называется маховое колесо. Здесь есть переключатель, я его переключаю в режим наматывания шпульки и нажимаю лапку. Наматываю нитки сколько хочу, наматываю полностью шпульку или половина. Если речь идет о пошиве целого изделия, то я наматываю всегда целую шпульку, и в ходе работы нужно и не одну шпульку будет намотать, поэтому тут уже можете смотреть по обстоятельствам. Сейчас можете пол шпульки намотать, а там уже посмотрите, сколько будете шить. Переключаю в режим обычной работы машину. Так, теперь вставляю шпульку, шпульный колпачок. Вот так я придерживаю одним пальцем нитку, мне так удобнее. Вот средним пальцем, между средним и безымянным. Указательным и большим я держу саму шпульку, а вот здесь у меня просто нитка. Я ее как бы натянула. Вставляю вот так, просто пальцем толкнула, и все. Здесь есть вот такая щель небольшая, коротенькая. У вас она тоже есть на вашей шпульке. Перебрасываю от себя нитку и завожу вот сюда ее сейчас. Тут есть такой тоже как небольшая, ну, можно сказать, буква S, только наоборот. Вот ее верхняя часть. Все. Все очень просто. Еще раз покажу. Вставили и натянули. Еще раз. Вставили и натянули. Тут тоже может быть расположение вот так,
вставляется шпулька, или сбоку, или вот так, в зависимости от того, какая у вас машина. Это тоже просто либо в инструкции читаете, либо там, где вы приобретаете. Если у вас такая, как у меня, машина похожая, то будет проще. Итак, вставила я, вы услышали, до щелчка. Еще раз покажу, уделю этому внимание тоже. Для этого у нас игла в самом верхнем положении находится. Еще раз вытащу, покажу. Маховое колесо всегда крутится на себя. Полностью доверху подняли ее. Все, теперь можем вставлять наш шпульный комплект. Есть щелчок. Ниточка свободно тянется. Теперь переходим к заправке верхней нити. Этот момент тоже в каждой машинке может быть свой. И в саму иголочку заправляем нитку. Теперь достаем нижнюю. Маховое колесо на себя проворачиваю. Иголочка опустилась, и верхняя нитка зацепила нижнюю. И нитка из шпульного комплекта подается нам наверх. Все, заправили. Медленно первые разы, потом это все очень-очень быстро. Беру материал, 2 одинаковых прямоугольника и прокладываю швы на ширину лапки. В начале и в конце каждого соединительного шва, чтобы вы не шили юбки, блузки, любое совершенно изделие, делается закрепка. Я сейчас объясню, что это такое. У нас на швейной машине есть механизм зубчатой рейки. Посмотрите, вот эти вот зубцы. Вот я сейчас их двигаю. Вот они передвигаются. Вот это у нас зубчатая рейка. Она передвигает наш материал. Это тоже нужно знать. И она идет, когда вот вы шьете в одном направлении, просто давите на лапку, она передвигает материал от вас, вот в сторону от вас, скажем так. Но если вы нажмете вот этот рычаг, у вас пойдет шов в совершенно другую сторону, на себя. И таким образом вы будете делать закрепку. Сейчас я вставлю. Вернее, положу материал и прошью немножко. Вот от вас двигается материал. Теперь я нажимаю этот рычаг, и материал двигается в противоположном направлении на меня. Теперь обратно. Точно так же, как в самом начале. Я сменила цвет нитки, то есть взяла другую, более темную, более контрастную, чтобы было понятнее, что я делаю. В реальной жизни вам нужна нитка не просто одного цвета, и нижняя, и верхняя, а с одной и той же катушки. Потому что на разных катушках может быть разная толщина нити, и они могут с собой во время пошива, ну как бы есть такое выражение, не договориться. То есть какая-то нитка может начать петлять. Петлять также может шов из-за ненастроенного натяжения нити. Вот я хочу вам объяснить, как отрегулировать натяжение нити. Если мы делаем обычный соединительный шов, то есть такие швы, как мы сейчас будем прокладывать, у меня здесь на машинке должна быть выставлена 4 либо 5. В зависимости от толщины материала. Вот я выставляю 4, и тогда у меня не петлит. Если у меня меньше 4, у меня будет петлить с обратной стороны. Вот это натяжение не слишком сильное. Если у меня свыше 5, 6, 7, 8, 9, у меня получается стянутый шов. В данной ситуации мне это совершенно не нужно. Но когда нужно? Например, когда я хочу присборить, сделать там какие-то оборочки, и я их хочу присборить. Но об этом не сегодня. Итак, сегодня нам нужно 4 либо 5. То есть вы должны посмотреть на своей машинке. Если с обоих сторон тоже выберите для начала контрастную нитку, с обоих сторон получается четкий просто шов, четкие красивые стежочки, то вам беспокоиться не о чем. Если где-то нависла петля с обратной стороны, тогда нужно
немножечко подправить, подкорректировать натяжение нити. Итак, еще раз объясняю закрепку. Длина закрепки 1,5-2 сантиметра. Дошли до конца и в конце тоже делаем закрепку. Вот получается вот такой шов. Прокладываете точно так же, как мы прокладывали только что на бумаге, точно так же прокладываете и здесь. Следующим заданием будет на следующих наших небольших отрезах нарисовать любой изгиб, то есть любую изогнутую линию, и проложить шов по этой линии, а затем параллельный этому шву. И на этом первый урок будет завершен. Итак, мы приблизились к завершению этого занятия. Хочу напомнить, что нужно сделать в ходе этого урока. Прошить дырочками лист бумаги, сделать параллельные швы обычные, прямые, и шов немного вогнутый. На этом все. До встречи в новых видео.